Всем привет, друзья! Привет, привет, привет! Я решил разбавить наше полюдариумное бытие созданием замечательного небольшого аквариума с освещением. И поэтому в ближайшие два выпуска вы будете лицезреть сборку, собственно, крышки с лампой для нашего небольшого аквариума. Итак, нам понадобится сам аквариум. Лампочка светодиодная, купил Ферон 3-ваттную, в ней 3 мощных светодиода. Бывают еще такие матричные лампочки, тоже 3-ваттные. Патрон под лампу нам необходим. Кусок стекла 4 мм, где стекло, там стеклорез, где стекло, там и герметик. Нам также необходим кусок пластика, отвертка, карандаш, маркер, ножницы, резак, бокорезы, наждачка, суперклей, угольник, вилка, салфетка, фен, шнур ШВВП 2 на 0,5. Так, приступим. Для начала берем наш аквариум. Как склеить аквариум, я рассказывал в первом выпуске. Аквариум размерами 12 на 12 на 12 в сантиметрах. Если очень округлять, получается в районе 2 литров. Порядок действий таков, что для начала необходимо вырезать кусок стекла, посадочное место под нашу лампу. К этому куску стекла необходимо на герметик приклеить бортики, чтобы лампа не гуляла, не скользила по этому куску стекла. Все края стекол необходимо обточить, чтобы они не резали глаз. Итак, ну и теперь расскажу немного про наноаквариум. Вообще, довольно-таки интересный разброс по объему существует. Вообще бывают мини-аквариумы, бывают микроаквариумы, бывают наноаквариумы и бывают пикоаквариумы. Да, друзья, и это все зависит от объема. Но проблема в том, что четких границ, четких объемных границ не существует. Все небольшие аквариумы принято, ну не принято, наверное, просто их называют наноаквариумами. Да, потому что даже в Рунете я встречал такие границы, что наноаквариум до 30 литров или до 40 литров. Где-то на американских сайтах пишут от 20 до 130 литров, до 80 литров. Вот такая вот веселая классификация. Ну и в общем-то наноаквариум, ну, маленький аквариум, небольшой аквариум. У нас он очень небольшой аквариум. Вот, сейчас на видео я клею бортики на силиконовый герметик под лампу. Да, лампы бывают вот такие вот с мощными светодиодами, бывают матричные. С матричными лампами что-то у меня не срослось. Почему? Потому что они, по крайней мере те, которые я покупал, а это Ферон и еще какие-то китайские лампы, они начинали быстро мерцать. То есть спустя пару месяцев начинали они мигать. Мне это не понравилось. Я поэтому решил взять лампу с такими светодиодами, с мощными. Вот, сейчас я размечаю корпус крышки, будем его сгибать. Вообще, проблема освещения в таких небольших аквариумах встает довольно-таки часто. Всем хочется иметь небольшой кусочек природы на рабочем столе, или не на рабочем столе, просто небольшой кусочек природы. Кстати, хочу заметить, что маленькие аквариумы сложнее обслуживать. Почему? Потому что все процессы там протекают быстро, и система у нас очень неустойчивая. Но не будем на это обращать внимание. Для нас самое главное, что это маленький кусочек природы на рабочем или не на рабочем столе. Итак, сгибаем крышку, примеряем примерно. Нормально. Круто. Все, сейчас будем
вырезать, наверное, можно так сказать, основание крышки. Для этого я подготовил такую доску и приступаем. Еще один немаловажный вопрос, а кого можно содержать в аквариумах такого объема. В аквариумах такого объема отлично будут смотреться креветки, например, вишневых можно туда закидать штук 20, и они будут создавать движение. Также можно туда кинуть улиток. И еще аквариумы такого объема подойдут для содержания петушков по одной штуке на аквариум. Но как же так, ведь петушкам нужно больше объема, больше воды. Нет, друзья, я считаю, что основными критериями качества и здоровья рыбы являются ее внешний вид и способность к воспроизводству. Именно в таких аквариумах, таких размеров я содержал петухов. Они круто жили, размножались, росли большими и здоровыми. Подгоняем наше основание по размерам. Все отлично ложится. Примеряем окно наше. Разметим. Почему стекло? Потому что светодиоды там мощные в лампе. Греются мощно. И даже несмотря на то, что там радиатор есть, и даже несмотря на то, что на коробке написано, что лампа практически не излучает тепла, я решил подстраховаться. Поэтому решил я вот такое вот окно. Сейчас мы вырезаем отверстие под наше окно. Почему я режу не по центру? Хороший вопрос. Но, друзья, в нашей крышке еще предусмотрен отсек для кормления. Поэтому необходимо оставить место именно для него. Примерили. Круто. Все легло. И сейчас вырезаем отверстие под отсек для кормления. Крышка, конечно, получится большеватая, но лучшего варианта, чем использование такой лампы, она относительно дешевая. Стоит порядка 100 рублей. Я не нашел. Если брать светодиодную ленту, к ней придется покупать еще и блок питания. Если RGB лента, придется брать еще и контроллер. Это дорого. Да и собственно, чем больше частей, тем сложнее потом искать, где поломка. Отверстия вырезаны. Сейчас будем вырезать трубку для отверстия, которое предназначено, чтобы кормить живность в нашем аквариуме. На самом деле очень удобная вещь эта трубка. Корм не сыпется на лампу, не скапливается в крышке, а попадает непосредственно в нашу стеклянную емкость. Данную конструкцию трубы я делаю из одного куска пластика. Размечаю просто стороны. Не забывайте одну сторону делать
длиннее на ширину пластика, на толщину пластика, чтобы потом можно было в этом месте склеить. То есть сейчас я разметил, немного срезал пластик, чтобы лучше он гнулся, чтобы он гнулся там, где нужно, даже вот так я скажу. Гнем и склеиваем. Ничего сложного. Кстати, чем удобна еще эта крышка? Тем, что в ней можно хранить всякие ништяки. Вы увидите позже, что места там предостаточно, и поэтому туда влезет банка с кормом и всякая прочая мелочь. Я склеил нашу трубу суперклеем, еще дополнительно пустил каплю для большей прочности. Такая вот получилась. Подровняем на наждачке днище и сам шов. Теперь необходимо приклеить эту трубу к основанию крышки. Я рекомендую сначала поставить ее на основание и в 4 местах по углам каплями суперклея ее зафиксировать, а уже потом проклеивать. Почему? Потому что если вдруг вы закосячили, можно будет ее оторвать и переклеить. Да, вот фиксация у нас засохла. Теперь можно проклеить основательно. Проклеили. Следующим этапом необходимо приклеить наше окно к тому самому основанию. Клеим на аквариумный герметик. Очень хорошо клеится. Отлично. Да, и оставляем сохнуть наше основание. На этом первая часть видео про изготовление крышки для наноаквариума заканчивается. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ставьте лайки. До новых встреч! Привет всем, друзья! И сегодня юбилейный выпуск, наверное, пожалуй. 33-й выпуск. Все долго этого ждали. Вторую часть... Опа! Вилка скрепила сама. Вторую часть нашего нанополюдариума, изготовления, я бы сказал, крышки для нашего нанополюдариума, потому что вся загвоздка, вся суть заключается именно в ней. Сейчас мы собираем электрику, а именно привинтили вилку к шнуру и прикручиваем патрон тоже к этому же самому шнуру. Обязательно все соединения изолируем. Неплохо было бы их закатать в термоусадку, но под рукой термоусадки не оказалось, поэтому будем довольствоваться нашей изолентой. Долго мотаю, опять вылезаю за кадр или из кадра. И, собственно, сам тест-драйв лампы светит неплохо. Вот сейчас с 3 светодиодами, мощно, так-то. Нравится. В общем, теперь необходимо вклеить дно крышки в корпус.
Не забываем оставлять бортики для того, чтобы крышка у нас оделась на аквариум. Бортик я оставил высотой 1 сантиметр. Ничего страшного. Сначала приклеиваем лицевую часть, затем пускаем каплю по боковой грани и прихватываем. Почему два суперклея? Потому что один клеит хуже. Соответственно, все ключевые моменты я проклеиваю нормальным суперклеем, а уже промазываю суперклеем похуже. Держится, все отлично. Сейчас закрепил дополнительно еще суперклеем. Шикарно все получилось. Далее необходимо нам вырезать заднюю стенку. Для этого промеряем посадочное место, берем пластик и, собственно, вырезаем пластиковый прямоугольник. Ничего сложного в этом нет, абсолютно ничегошеньки сложного нет. Вырезали, примеряем, если не прокатывает, покрутили, повертели, должно влезть. Да. Затем приклеиваем сначала одну сторону, потом другую. Все промазываем суперклеем для большей надежности. Красота. Отлично, вот такой вот у нас корпус получается, такая заготовка. Далее. Это я опустил еще суперклея. Суперклея много не бывает. Далее необходимо вырезать верхнюю крышку нашей крышки. Она у нас будет съемная, она у нас будет лежать на опорах. И, кстати, не забываем про дырку. Дырку для электрики нашей. Вспоминаем, что уже вдели вилку в шнур. Немного огорчаемся, раскручиваем. Продеваем шнур в дырку. И снова привинчиваем вилку. Лампа у нас никак не фиксируется, она ложится на стекло. Именно для того, чтобы она не ходила туда-сюда, не болталась. И делали мы бортики стеклянные. Промеряем размеры нашей крышки, вырезаем, вырезали. Сейчас будем вырезать бортики. Бортики клеить необходимо не на одном уровне со стенками крышки, а ниже на 4-5 миллиметров. Почему? Потому что крышка нашей крышки, она имеет собственную толщину. В нашем случае это 3 миллиметра. И про запас 1 миллиметр сделали. Вклеиваем все уголки. Выравниваем. Дополнительно опять-таки проклеиваем суперклеем. Промазываем. Отлично. Примеряем. Чуть-чуть подрезаем нашу крышку. Для того, чтобы она свободно входила и выходила. Сейчас необходимо сделать отверстие в крышке нашей крышки. Для того, чтобы можно было снимать крышку нашей крышки и кормить тех, кого мы приручили. Отверстие в крышке нашей крышки будет полукруглое. Размечаем и вырезаем его. Зашкурим слегка. Если вдруг вы находитесь в географически активной зоне,
и у вас происходят всякие землетрясения, или вдруг у вас соседи слоны, топают, носятся, спать вам не дают, можно для того, чтобы крышка у нас не гуляла, приклеить магниты и к крышке, и к основаниям. Будет держаться хорошо. Так, собственно, вся наша крышка готова. Ее отделим мы. Сверху проклеили стикерами, для того, чтобы это не казалось унылым. Можно было, конечно, покрасить. И сейчас мы будем запускать наш наноаквариум объемом почти целых 2 литра. Для этого у нас есть камушки, травушка, и фантазия. Ставим, все это проверяем, делаем как нравится. Не забываем про питание для растений, в нашем случае это криптокарины. Засовываем таблетку. В корешки, в место, где будут расти криптокарины. Все это подсыпаем грунтом. Засаживаем. Если слишком долго возитесь, необходимо опрыскивать растения для того, чтобы они не засохли. Из растений у нас криптокарина, тропика, которая не растет высокая, и мхи. Один мох яванский, второй, наверное, вообще папоротник, ламариопсис. Закрываем мхами все дырки. Одеваем крышку и видим, что свет у нас бьет лучом и прямо-таки выжигает наш мох. Так быть не должно. Для этого необходимо нам приклеить, смонтировать отражатели-рассеиватель. Да, друзья. Вырезаем из пластика небольшую планочку. К ней клеим фольгу. И всю эту конструкцию приклеиваем рядом с окошком, с нашим стеклянным. В принципе, этого можно было бы избежать, если бы у нас аквариум был повыше. Угол раскрытия, то есть свет падал бы и раскрывался с большим углом, охватывал бы большую площадь. Но у нас не так. Именно поэтому нам необходимо исхитриться и обуздать это дело. В качестве рассеивателя у нас будет кусок бумаги белый, закатанный в скотч, для того, чтобы не отмыкал. Клеить этот кусок бумаги, закатанный в скотч, будем к крышке на скотч. Можно на суперклей его приклеить. Кусок бумаги должен быть не плоский, должен быть немного полукруглый, для того, чтобы свет расходился в разные стороны.
плавно расходился в разные стороны. Сейчас мы ламинируем наш кусок бумаги скотчем с двух сторон. Этот кусок бумаги, кстати, немного будет сбивать мощность светодиодной лампы. Я напомню, у нас 3-ваттная светодиодная лампа для нашего аквариума. Это даже многовато, поэтому рассеиватель нам будет в помощь. Так вот подгибаем, клеим полукругом. Прижимаем. Отлично. Готово. И жильцы нашего супер огромного вишневые улитки. Так, про оборудование. Я считаю, что никакие помпы и компрессора сюда лепить не нужно. У нас есть растения, пусть даже их немного, но жильцов, производящих отходы, у нас тоже немного. Все это должно взаимодействовать, взаимоперерабатываться, взаимосуществовать. Как-то так. Наш аквариум, наноаквариум, объемом почти в 2 литра можно считать готовым. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу и ставьте пальцы вверх. До новых встреч, друзья!